в этой серии. Я скажу, здесь какая-то атмосфера энергетически небезопасная. Эту дверь что-то держит. Здесь кто-то есть? Короче, такое ощущение, что я нашел какую-то аномальную зону в этом помещении. Здесь реально что-то происходит ужасное. А перед началом данной серии, как обычно, надо сказать огромное спасибо спонсорам, которые финансово поддерживают канал. Благодаря этим людям канал все еще существует. Аномальная зона. Мое путешествие еще не окончено. Так я сказал себе, когда обнаружил это здание. Поначалу я думал, что это просто заброшенное здание, и ничего особенного в нем нет. Примерно с виду казалось этому зданию лет 50. И я решил осмотреть это здание изнутри. Я был вообще не подготовлен. Мне просто повезло его найти. Но я не ожидал, что в этом здании может обитать что-то страшное и необъяснимое. Искатель призраков. Можно обратить внимание, здесь какие-то одноразовые тарелки. Небезопасные потолки.
звуки слышал, но мне кажется, что может быть в этом помещении что-то упало. Я не хочу сейчас как-то привлекать внимание. Смотрится как какой-то операционный стол. Вышел какой-то коридор. Помещение небезопасно. Имеется в виду потолок. Вот смотри, потолки здесь небезопасные. Я скажу, здесь какая-то атмосфера энергетически небезопасная. Я вот присутствую в этом помещении, и ощущения не из приятных. И я не имею в виду запаха там какого-то неприятного. Нет. Такое ощущение, что здесь что-то присутствует. Причем в большом негативном объеме. Меня моя чуйка в такие моменты никогда не подводила. Ощущение, что я здесь не один. Очень интересно, что за этой дверью. Но ее такое ощущение. Эта дверь что-то держит.
Тоже фотография чья-то осталась. Какао-порошок даже есть. Какая-то странная банка, одна и вторая. И это все с потолка, я вижу, сыпалось, падало, и плитка уже небезопасно стоять. Я еще увидел, там вроде есть какое-то подвальное помещение, и оттуда какие-то вроде звуки. Мне очень интересно, что сейчас в подвале. Ого! Вот есть какой-то спуск вниз. Какой ужас. Интересно, что за этой дверью? С трудом, но я открыл эту дверь. Но это, походу, выход на улицу. Ладно, буду сейчас спускаться сюда вниз. Отсюда я слышал какой-то звук был с этого места. Ну и почему-то здесь очень сильно воняет.
ничего не цеплял. Такое ощущение, что вроде это... Может, она просто плохо стояла. Но вроде вот этот ящик подвинулся. Я даже не хочу знать, что в этих банках было. Какой-то напиток. Возможно, томатный сок. Я так понимаю, это был склад. Ой, фу. Я даже знать не хочу, что здесь было закрыто. И сколько лет оно вот так вот здесь стоит. Можно даже по цвету посмотреть. Интересно, что это за место было, что здесь можно найти продукты. Вот видно спуск в этот подвал. Какая большая паутина. Вот одну бутылку можно достать. Даже лифт здесь был. Этому зданию явно больше 40 лет. Видно еще такая постсовдеповская постройка. Вот, что может быть. Я себе чуть ногу не проколол. Вот такие у вас дела.
И это повезло еще мне. Вот этот гвоздь мне чуть-чуть попал в ногу. Но я сильно не наступил. Возможно, там есть чуть-чуть маленький порез. Хорошо, повезло. Ненавижу такие места. Это я вернулся обратно. С другой стороны. И, кстати, очень неприятный запах где-то оттуда. Сейчас хочу посмотреть, что там с правой стороны. Я еще там не был. Такое ощущение, что что-то упало. Какой-то звук был оттуда. Ёб твою! Это что? Может, мне что-то показалось? Какой-то звук оттуда. Такое ощущение, что я в этом месте реально не один. Здесь какая-то чертовщина происходит. Какой-то запах здесь вообще ужасный. Такое ощущение, что в этом здании какой-то полтергейст. Потому что шагов человека я не слышу. Если бы это был бы человек, здесь что-то реально происходит. Ужасно. Какой же запах здесь невыносимый. Что там? Эта дверь чуть-чуть шевелилась. Здесь кто-то есть? Здесь кто-то есть? Короче, такое ощущение, что я нашел какую-то аномальную зону в этом помещении. Здесь реально что-то происходит ужасное. Надо будет сюда отправиться в следующий раз и оставить камеру. Ух ты! Дверь.
Там какие-то звуки. Какой ужас. Что это было? Здесь реально аномальная зона. Какой-то полтергейст. Я не готов. Что это за свет? Блин, мне уже казалось, что это свет какой-то. По ноге мне